Путин имеет планы на Узбекистан, Талибан теперь хорошие ребята, а ЕС наносит удар по российской нефти. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Россия скинула на Украину более 3000 управляемых авиабомб, а Украина получила большую помощь от Испании. Просто на голову людям прилетают тысячи авиабомб. ЕС планирует саммит мира сразу после швейцарского саммита, только туда уже Россию пригласят. НАТО не против нанесения ударов по территории РФ своим оружием. Мы имеем право послать союзников, чтобы помочь Украине поддержать право на самооборону. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на все наши каналы. И не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Это тоже очень важно. Так можно поддержать нашу работу. Россия нанесла по Украине более 3000 ударов управляемыми авиабомбами, а у украинских военных недостаточно зенитно-ракетных комплексов, чтобы все эти обстрелы остановить, говорит президент Украины во время визита в Испанию. Росія застосовує більше 3000 кабів, керована авіабомба. Просто по людям, абсолютно, для того, щоб люди в місяць. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3500, в цьому місяці 3200. Просто на голову людям прилітають тисячі авіабомб. Ніхто з будь-якою зброєю в руках, з будь-якою підготовкою людина, який би у нього захист не був, неспроможні люди вытримати. Испания подготовила пакет помощи Украине на 1,23 миллиарда долларов. Туда войдут ракеты «Патриот», танки и средства по борьбе с беспилотниками. Путин в Узбекистане с огромной делегацией. Размер делегации Путин объясняет важностью взаимоотношений двух стран. Хорошо известно, что в России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана. Шавкат Миронович уделяет этому всегда повышенное внимание, сейчас тоже об этом и говорил. Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики. Особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности. И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны. Россия собирается строить в Узбекистане атомную электростанцию. Путин и президент Узбекистана Мирзиёев в Ташкенте подписали соответствующие документы. Это будет АЭС малой мощности, но Путин заявляет, что РФ снабжает Узбекистан дешевыми энергоресурсами исправно. А Узбекистан, похоже, попадает в зависимость. Это попытка России в первую очередь удержать контроль над Средней Азией. Пока ей это удается, и мы видим, что страны Средней Азии не подтверждают участие в саммите мира, который ожидается в середине июня в Швейцарии, но это не означает, что они полностью, что Россия там утвердится, поскольку Средняя Азия, это, знаете, это регион, который находится между трех, как мне кажется, влиятельных игроков. Это Россия, безусловно, это Китай и это Турция. Турция тоже смотрит на Среднюю Азию как на страну, с которой у нее давние тесные отношения. В конце концов, идеологией, по крайней мере, при президентстве Реджепа Таипа Эрдогана является тюркский мир. А даже по самому названию тюркский мир мы понимаем, что тот же Тюркменистан – это страна, которая к ней относится. Да и Казахстан любят в Турции называть наш старший брат, намекая, что они давно появились на мировой карте. Путин с Мирзиёевым договорились проработать миграционное законодательство и развивать взаимодействие спецслужб в деле борьбы с терроризмом и наркотрафиком, пишет об этом издание «Вести». Талибан больше не опасный для России. Во всяком случае, Министерство иностранных дел и Минюст организацию предлагают исключить из списков запрещенных в РФ. В МИДе говорят, что это объективная реальность. Они являются реальной властью. Мы никогда не убирали оттуда наше посольство, как и посольство Китайской Народной Республики. Кстати, посол Талибана, посол Афганистана, вручал верительные грамоты в Пекине Си Цзиньпину вместе с другими послами. В то же время в Польше показывают, кто кому террорист, ограничив передвижение
российских дипломатов по стране. Об этом заявил министр иностранных дел. Говорит, все из-за российской агрессии и участия в гибридной войне против Польши и Евросоюза. Русским дипломатам разрешат передвигаться только в пределах Мазовии, а консулам только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключения сделают для главы посольства. Другие страны уже имеют такие правила, и мы надеемся, что другие будут следовать нашему примеру. О причинах министр не говорил, но назвал этот шаг очень серьезным, упреждающим сигналом. ЕС планирует еще один саммит мира после встречи в Швейцарии. Предлагают встретиться теперь в Саудовской Аравии. Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что в ЕС рассматривают возможность организации мирной конференции в Эр-Рияде, но с участием России. Ведь на конференцию в Швейцарии Москву не приглашают. Журналисты издания пишут, что министры иностранных дел ЕС уже планируют следующий саммит осенью, и в то же время ряд стран заявил о занижении уровня лиц, которые примут участие в швейцарском саммите. Бразилия и Индия пришлют простых дипломатов, а от Китая приедет высокопоставленный госслужащий. В то же время в Евросоюзе принимают закон, который ограничивает импорт газа и нефти в Европу с 2030 года. Таким образом, страны ЕС хотят попробовать спасти климат, ведь метан является основным компонентом природного газа, который страны сжигают на электростанциях и для обогрева домов. На встрече министров стран ЕС против проголосовала только Венгрия. Что это значит, мы спросили у эксперта. Если раньше приоритетом была экономизация политики, то сейчас мы видим все большую экологизацию. Вот именно термин экологизация остается в основе европейской политической линии, и, соответственно, будут требования с 2030 года по поводу выброса метана. Это в конве вот этой, собственно, политики, это в конве многих решений в странах ЕС, в первую очередь Германии, которая в том же 2030 планирует избавиться от бензиновых двигателей и дизельных, естественно, в своих автомобилях, то есть совершить этот переход. Другие страны Европейского Союза, по крайней мере, некоторые из них тоже дают подобные сигналы. Это, конечно же, в первую очередь должно ударить и по поставщикам нефти в Европейский Союз. Они должны думать над тем, как повышать свое качество. И, собственно, вопрос Европейскому Союзу, готов ли их рынок ставить подобные условия. По всей видимости, пока Европейскому Союзу кажется, что он готов, соответственно, должны подстраиваться под его требования другие страны. И те, кто смогут обеспечить производство нефтепродуктов соответственно требованиям ЕС, тем будет проще. Кто от этого выиграет и неужели одна Россия проиграет? Кто-то получит свои бонусы или до 2030-го еще долго? Пока в ситуации, когда санкции никто не отменял, а к 2030-му, опять-таки, моделируем, что война в Украине продолжается, и эти санкции только возрастают, я думаю, что у России вообще может не оказаться необходимого оборудования для того, чтобы обеспечить необходимый для европейского нефть, вернее, необходимых требований для Европейского Союза. Поэтому по России это бьет достаточно сильно. Это еще больше заставит Россию ориентироваться не на российский, а на восточный рынок, я имею в виду в первую очередь Китай и Индия, но здесь опять-таки Китай и Индия, видя слабость России в том плане, что у нее нет другого выбора, начинают ставить здесь свои условия, и давайте вот та же Индия, которая покупает в России много нефти, и тут оказывается вдруг, что платят в рупиях, и у России по разным оценкам уже есть порядка 37 миллиардов долларов США в индийских рупиях. Нанесение ударов по военным объектам за пределами территории Украины является законным, а партнеры по НАТО должны быть осторожны при введении ограничений на использование подаренного ими оружия, чтобы не получилось так, что Украина не сможет себя защитить, говорит генеральный секретарь НАТО. Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону. Самооборона закреплена в уставе ООН. Самооборона закреплена в международном праве. Поэтому Украина имеет право защищаться от российской агрессии. Мы имеем право послать союзников, чтобы помочь Украине поддержать право на самооборону. Именно так и поступили союзники по НАТО, оказав Украине военную поддержку. Это не делает НАТО или союзников НАТО причастными к конфликту. Мы
оказываем Украине поддержку, но мы не посылаем войска НАТО, силы и средства НАТО для участия в конфликте ни на суше, ни в воздушном пространстве над Украиной. На заявление Столтенберга уже отреагировали в Москве. НАТО вовлечено в этот конфликт. Черниговский театр работать не будет из-за того, что у них не осталось мужчин. Всех мобилизовали. Ну или почти всех. Теперь на неограниченный срок он прекратит работу. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони. Также молодой актер, которому 24 года. Кто-то, кто учится, и пенсионеры. Друзья, я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, только ваше спонсорство, донаты и то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео и, в принципе, существовать. Продолжайте ставить лайки, продолжайте оставлять комментарии и подписываться на наши каналы. Все это, конечно же, очень важно. На этом у меня все. До встречи. Хороших вам новостей.